Минск, комиссионный магазин «Комок». Посмотрим, что предлагают. Велеруй-Бог. Сервис. Похоже на Велеруй-Бог. Бургерланд. West Germany. До 90-го года. О, а это у нас Wedgwood. Wedgwood бисквитный фарфор, наиболее часто встречающийся в голубом, именно в голубом оттенке. И такая тарелочка 70 белорусских рублей. Мы подпишем, сколько это будет в евро. Вот еще такая, очень красивые по каемочке. По каемке виноградная лоза, но сохран, видите, так поцарапано. Пойдем дальше. Вот Велеруй-Бог еще есть в красных оттенках. Это фаянс, но многим любимый. Вот еще здесь. И давайте перейдем к фарфору. Это у нас, похоже, Миттертайх. Да, Миттертайх, старое клеймо, довоенное, до Второй мировой войны. Сервис на 9 персон. Нет, 12. Где там цена? 95 рублей. А, на чайники. На чайники. Только не видно сахарницу. Сахарница, возможно, утеряна в сервизе. Так, что тут написано, что это саргемин. Вполне возможно. Это фаянс. Фаянс. Смотри, карта Польши, да? Без палки. Польша, Пруссия. Написано на французском языке. Кто знает французский? Да, читайте. А мы посмотрим хотя бы одну из этих тарелок. Сценки из сельской жизни. Овцы. Подержи, пожалуйста. Давай помогу. А вот давайте посмотрим такой симпатичный сервис. Ручная роспись. Очень красивый, без клейма. Пишут, что Франция. Германия. Франция пишут. Франция. Старая Франция. 320 рублей. А ручкой написано Германия. То есть не определили, кто. Здесь интересная очень техника. Еще вот видите, ну, конечно, сильно
Потери по золоту. От времени пострадало. Но вот такое вот интересное крытье. Такой, это не цвет фарфора, а это покрашено. Вот такой цвет топленого молока. И очень красивый молочник, как кувшинчик. Покажи его слева. Очень красивый. Это примерно рубеж 19-20 веков. Без клейма. 4 чашечки и чашечки. Есть щербинки на них. Так, идем дальше. Так, посмотрим. Вот это у нас на переднем плане. Это у нас Вилерой Бог ботаника. Серия очень многими любимая. Обязательно будем обращать внимание. Это фаянс, но он очень многими любим и ценим. Тарелочка 50 рублей. Минажница 125. Баночка, сейчас глянем. 170 рублей. И попалась вот такая среди них мокка-пара, Розенталь, 25 белорусских рублей, но она, к сожалению, битая. Огромная трещина через всю чашку. Очень узнаваемый декор. Это 70-е годы прошлого века. Бьорн Винблад. Так точно. Общий обзор, панорама магазина. Мы уже были здесь полгода назад, делали видео. Ссылочку оставим вам в описании. Посмотрите, насколько отличается уже сейчас ассортимент и предметы. В первом видео мы больше говорили о мебели, но, конечно, и фарфор тоже не забывали. А сейчас больше акцент сделали на фарфоре. Пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. Вот здесь немножечко темновато, но мы постараемся снять поближе, чтобы было видно. Такой старинный сервиз. Это примерно конец 19 века. Так называемый Старый Париж. Как бы тут поближе. О, вот так вот видно. Вот так видно цвет. Без клейма. И внутри такое полукрытье золотое. Но не на всех чашках хорошо сохранилось. Тоненький фарфор, тонкий. 2, 4, 6, на 8 персон. И еще большой салатник. Чайник, молочник. Может быть, это не салатник, поскольку это чайно-кофейный сервиз. Это, скорее всего, компотьер. Это для фруктов. Фрукты готовили их для того, чтобы размягчали. Они были как десерт. Могли быть вареные фрукты. Это компотьер. А сахарницы мы не видим. Что-то здесь в сервизе тоже сахарница. И посмотрим цену. Чуть не забыли. 2500 рублей. Вот там этикеточка. Этот сервиз – это современный шердинг. А нас заинтересовали вот такие Предметы из кукольного набора. Это ручная роспись. Опять чуть-чуть темновато. Вот видите, кукольный, даже видно, что нету отверстия.
Это для игры. Такой кофейничек, сахарница и кувшинчик. Давайте посмотрим, попробуем здесь взять ее поближе, потому что там... Возьми, пожалуйста. У меня сумки. О, как? Вот здесь, наверное, лучше нам будет рассмотреть. Вот такой маленький кувшинчик. Это ручная роспись. Посмотрите, красиво как. Кукольный, а тем не менее проработан так детально, изготовлен с любовью. На желтом крытье такие красивые цветы и гирлянды цветочные. Так, и цена. Смотрим цену. 86 рублей. И каждый предмет стоит 86 белорусских рублей. Предполагаем, что это Франция. Сейчас попробуем поближе чайничек еще показать вам. Потому что здесь темновато. Давай, может, я попробую их перенести в Вот другое тут. место. Вот здесь красиво. Да? Вот так хорошо. Вот. Прокрас. Золото нанесено частью сухой кистью. И вот обратите внимание, вот на носике нет отверстия. Это такой интересный детский кукольный кофейничек. Я перенесла в другое место, где больше света. Давайте там посмотрим. Давайте. О, вот здесь вот мы перенесли. Посмотрите, как хорошо видно. Здесь выглядят они как обычные, но это совершенно маленькие. Вот, посмотрите. Кофейничек совершенно маленький. Вот сухой кистью. Видите? Это не сход золота, это прокрас сухой кистью. Вот что значит свет? Совершенно иначе играют все цвета. Да, очень очаровательный комплектик. Предполагаем, что это, скорее всего, конец 19-го, начало 20 века. Если кто-то знает лучше, пишите в комментариях. Да, интересные такие очень предметы для коллекции. Кто коллекционирует такие маленькие миниатюрные вещи, вот вполне достойные экспонаты. И в идеальном состоянии. Да, состояние очень хорошее. Тут вот нет ни трещин, ни сколов, ни нашли мы. И вот, посмотрите, очень интересный сервиз мы здесь нашли. Это Франция, это явно Франция, это сразу видно. Это начало 20 века. Спасибо. Вот. Так, клейма на чашечке нету, но, возможно, есть на тарелочке. Сейчас посмотрим. Да, на тарелке есть клеймо. Вот лимож. Посмотрите. Вверх ногами. Ну, прочитать можно. Да, отлично. И посмотрите, Очень какое красиво. очарование. Очень красивый декор в стиле ар-нуво. Видите, мелкие эти цветочки и очень эффектные на самом фарфоре. Именно вот ниже опусти у основания. Здесь очень хорошо свет падает, если я ниже опущу. Нет, тоже нормально. Просто во, схватила, да, резкость нормально. Видите, какие красивые элементы. Вот это чистое ар-нуво. Такой низкий декор. Очень красиво. И чайник. Посмотрите, опять техника сухой кисти. Это не обсыпавшееся золото. Это не потертое золото. Это такая специальная техника. Сейчас попробуем вытащить что-нибудь на свет и вам поближе показать.
И вот давайте поразглядываем поближе. Да, Мы мы- вытащили на свет его специально, этот сервиз. Кофейные чашечки. Очень интересные, красивые ручки. Опять-таки техника сухой кисти. Резко, вроде бы резко Да, нормально. показывает. Так, на чашках клейма нету. Тарелочка. Тарелочка тоже с рельефом. Гирлянды. Стиль Ар-Нуво. Да, типичная эстетика. И это вверх ногами. Чуть-чуть перевернуть. Да, вот. Вот хорошо видно клеймо. Клеймо есть. Лимож, Франция. Ну, посмотрим. И на чашечке внизу вот тот же такой же декор, как и на сахарнице, на чайнике и на молочнике. Вот молочник. Молочник и Полюбуйтесь. сахарница просто огромные. Такая красивая сахарница. С двумя ручками. Сверху Как цветочек. цветочек. Опять-таки, смотрите, это техника сухой кисти. С золотом все в порядке, так и задумано. Особенно хорошо это видно вот на носике чайника. Эта техника зародилась, насколько помню, во Франции. Экономили золото и поэтому сухой кистью прокрашивали. Вот таким способом художники пытались сэкономить. Сервиз стоит 2300 рублей. Роскошный сервиз. И еще посмотрим, как интересно изгибается ручка на чашечке. Посмотрите, как веточка. Очень милые. Чашечки маленькие, кофейные. Легкие-легкие. Чудесный сервиз. Вот этот роскошный кофейно-чайный, чайно-кофейный сервизик мы вернули на полку. И еще здесь обнаружили вот такой. Очень красивый. И на первый взгляд Старинный, но не старинный. Имитация старинной. очень хорошая ручная роспись. Но он был сделан уже позже. Вот так может быть. О, Чуть посветлее. чуть посветлее лучше видно. Вот так. И он без клейма. Вот посмотрите, тоже тонкий фарфор. Но по фарфору видно, что он не старинный. Вот он, формовка. Ах ты, темно как. Вот Очень формовка темно. видна. И здесь полосочка такая. И претендует на старую Францию. Сама форма и декор очень красивые. И роспись ручная. Да. К сожалению, у молочника чуть отбита Верхняя ручка. часть, да, Верхняя часть ручки. да, там пимпочка вот. Ее нет. Тоже огромная сахарница, и она без крышки. Вообще-то открытые сахарницы, они характерны для английских сервизов. Там очень часто встречаются сахарницы без крышки.
Стоит этот сервиз 2500 белорусских рублей. А даже еще дороже, чем тот красавчик, который перед этим мы снимали. Удивительно. Вот здесь много металлических предметов. Мы уже здесь было обрадовались, хотели что-нибудь найти, но ничего особенно интересного тут не заметили. Все современное. А вот тут гляньте, вот такие вилочки, они имитируют старинные, это имитация. Когда-то делали в России такие серебряные с эмалью. Так вот, это имитация современная. Нашли таких два очень симпатичных подсвечника. Это любительская роспись. Вот, посмотрите. Там даже подписано. Так, кто-то 1959 рисовал. год. 125 рублей. 125 белорусских рублей за один. Их есть два. Ну, вот это подсвечник сразу узнаваемый. Это от Хученройтер. Такая есть серия. Есть и декоративные такие тарелочки. Художник Оля Винтер. Угу. Вот, Хученройтер. А вот эти маленькие с фиалочками, это от Розенталь. По 100 белорусских рублей. И тоже любительская роспись. Да, подписано, кто рисовал. Так, ну что? А ты еще нас... хотела имбирную вазу внизу посмотреть. Давайте посмотрим. Огромная имбирная ваза. Как бы ее тут поближе показать получше. Вот так ее видно. Такой саксонский букет. Можно даже не переворачивать. Это керафина. На клейме будет Royal KPM. И, возможно, именно поэтому ее оценили 847 рублей. вот так вот. Мы подпишем, сколько это в евро. А здесь полки со статуэтками. Но начали их рассматривать. Очень много битых. Жалко, конечно. С кракелюрами. Вот Минский фарфоровый завод. Вот Кармен Киевский завод. Этих заводов уже не существует. И вот там среди азиатских фигурок притаилась девочка из Полонного. Гадание на ромашке. Именно. У нас есть видео про историю Полонного и про самые интересные знаковые статуэтки, которые можно рассматривать как инвестиции. Ссылочку оставим в описании, заходите, смотрите. Вот эта балерина, кстати, тоже полонная. А вот красивый мишка, белый полярный медведь, это явно Зитцендорф. Но, к сожалению, весь в кракелюре. Идем дальше. Посмотрите, какое забавное клеймо. Все соединили.
и шпаги, и корону, и Romantic Collection. И великолепный фарфор. Переверни, пожалуйста, посмотрим, что И это стоит такое. 100 рублей. 100 рублей? Вот Что же так это вот. такое? Это маленькая чашечка. Это имитация английских коллекционных кружек. Так, снова гадание на ромашке. Это очень распространенная фигурка. Очень часто встречается. И вот снова она. У Полонного есть очень распространенные, а есть очень редкие фигурки. И наш любимый вездесущий лось. Но он просто везде. Он тоже здесь. А стоит, сейчас глянем. 50 рублей стоит. Лось. Да. Хорошенький лось. Да, уж сколько их наделали, этих лосей. Каждой семье По лосю. точно. А этот буденовец тоже полонная, более редкая фигурка. Это делали к 50-летию Октябрьской революции. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Сейчас мы его покрутим. Вот такой он. А стоит... О, плохо вижу, 100 или 200 рублей. Сейчас. 200. Вот так. 200 рублей. И штоф. Очень нам понравились вот такие рюмочки. Посмотрите. С такими животными. Интересно, а они стоят? Наверное, предполагается, что они стоят на ушах. Так, ну-ка попробуем. Вот такой филин. Филин. Точно. Вот он чудесно стоит на ушах. Стоит на ушах. Ну-ка. А козел? А Козлик, кто-то наверное, стоит. прекрасно стоит на рогах. Так. Сейчас посмотрим. Точно. Замечательно стоит на рогах. Вот теперь точно знаем происхождение фраз. Стоять на ушах и стоять на рогах. Это подарочный набор, хрусталь, бронза, 465 рублей. А есть подобный из олова. Сейчас покажем. Вот такой. Здесь уже Олень и лось. и Как? все на рогах стоят. Какая прелесть. 465 рублей. А вот еще девушки. Кариатиды. Бронза. 695. И, конечно, больше всех вдохновляет, наверное, лось. Лось стоит на рогах. Вот смотрите, как замечательно стоит на рогах. Прелестно. Композиция такая на столе. И картины. От современных картин перейдем к старинным журналам. Журналы или газеты, как их правильно назвать, на французском языке 1887 год.
Цена 150 рублей. За один. Посмотрите, как красиво. Да. Можно моду изучать того времени. Мебель, канделябры, часы. Парные вазы. Вот такой будуар. Очень много белого стекла и хрусталя. А вот посмотрите, такой очень красивый хрустальный подсвечник. Сейчас мы его куда-то поближе, чтобы было лучше видно. Вот такой подсвечник. Российский, по мотивам Бакары. Вот такая изящная красавица, имбирная ваза. Декор в восточном стиле. Золото и кобальт. И даже золотые вот на кобальте такие восточные пальметты. Очень интересно, красиво сделано. Это Линднер. Очень изящная красавица. И состояние, кстати, хорошее. Ну, точно мы не проверяли. Надо еще под крышечкой проверять. Но на вид очень хорошее состояние. Рамки, фотографии. Это стилизация. Такое симпатичное очень трюмо. Опять же, рамки с фотографиями. Стилизация под 20-30-е годы прошлого века. А вот, посмотрите, какая симпатичная тарелочка. Это Фюрстенберг. Где-то сантиметров 20. Да, в диаметре 20 сантиметров. Вот она. Цена 185 рублей. Сам комиссионный магазин находится в ангаре. Вот так это все выглядит. Здесь очень тепло. Да, панорамный вид. Это вот антикварный комод. Ну, давай. Это вот этот сейчас. Телефон современный. Вот он. Этот антикварный комод. Но нас привлекла минажница Кабаре. Опять же, посмотрите, прорисовка сухой кистью. И очень красивое такое нежное мятного цвета крытье. И на нем, видимо, это цветы яблони. Яблоня. Мы так предполагаем. И незабудки. Очень красивый рисунок. Это Лимож. Цена 800 рублей. Вот так, чтобы было четко. Шикарная вещь. Красиво. Очень. И еще раз общий вид. Общий вид магазина. Вот так это выглядит. Условия хорошие, тепло и сухо. Комфортно. Да, очень.